Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Let's Game. Сегодня у нас на обзоре гордый, китайский, средний, прем-танк 8 левела 122 ТМ. Вот такая вот интересная, наверное, машина. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем, и, конечно же, мы начнем сегодняшний обзор с изучения бронирования данного агрегата. И отправляемся, передаем слово Петровичу. Погнали! Итак, танкисты, коллижная модель нашего 122 ТМ. Что касаемо корпуса, НЛД 198-195. Как для среднего танка, конечно, это очень крутая броня. Тем более, что если как-то вот так встретите снаряд, то обычный неголдовый снаряд можете еще и отбить. Да и даже в такой проекции такие танки, как Chrysler GFK, Chrysler G, ИС-5, ИС-6 со своим бронепробитием, даже в такой проекции будут испытывать определенные затруднения. ВЛД 205, 218, все слова, сказанные мной касаемо НЛД, касаются также и ВЛД. То есть она не намного больше, но большинство танков, смотря как вы будете рамбовать, танковать или даже так, будут испытывать на обычном типе снаряда проблемы. Ну, процентов 30 танков. Одноклассников 8 левела. Мы сейчас не говорим про 9-10. Вот. Но в целом, для, как для среднего танка, очень даже неплохо. Сферическая башня. Маска орудия кругляк 300. Здесь 300. Все тут. Маска вообще вопросов нет. Под маской орудия те же 300. И вот ослабленные места, якобы ослабленные, тоже 300. Так что башни, извините, 400-500, дальше верхняя планочка у нас 52 миллиметра, по правилу трех калибров только от 156 пробивается. Есть, конечно, лючки у нас, и они, кстати, огромные, 173, 171. Борт 80. Соответственно, хорошо танкует от борта за счет рикошета и приведенной брони. Подставляет подбашенный цилиндр, который, ну там вообще пятно на 230, все остальное рикошет, даже обсуждать нечего. Ребята, лютая броня в башне, хорошая крепкая ВЛД, НЛД, ослабленные лючки. Итак, господа танкисты, с броней разобрались, давайте глянем, что у нас по пушке. 120 миллиметровка с альфой в 400, 233 пробития на основном, ребята. Почти 300, 299 на голде. Идеальное пробитие, как для среднего танка на 8 левеле. Но пушка заряжается невероятные 17,5 секунд. Ну да, на стоке, но 17,5. 2,3 время сведения секунды. 0,33 хорошая точность у этой пушки. Но вы посмотрите на этот ДПМ на 8 левеле. 1371. Что тут скажешь? Даже продолжать нечего рассказывать-то. По полевой модернизации: легкосплавные узлы крепления, плавающий прицел, антибликовая маскировка фар в 5-м блоке. А вторым слотом берем на обзор. Будем катать на просветленке. В первый слот турбину, просветленка досел. По снарядам основной у нас подкалиберный, летит невероятный 1368 метров. Ну вы представляете, да? Голда Камуль летит 907, что в принципе нормально. Снаряжение: ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Мы пихнули, как всегда, доп. Паёк, 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Передаем слово Индомит. Да, спасибо, Петрович. Ну и что можно в целом по этой машине-то сказать, изучив уже, так сказать, технические возможности? Ну, касаемо огневой мощи. У нас есть минимально комфортные УВН, они присутствуют. У нас хорошая скорость полета снаряда на основном снаряде, да и на голде, в принципе, да. У нас классная альфа, но пушка заряжается дольше, чем на любом другом тяжелом танке 8 левела, да, с альфой в 400, в 390. Очень долгая зарядка, а учитывая, как быстро идут у нас сейчас бои, конечно же, это накладывается на ДПМе в целом, на настреле за бой. И поэтому на данном танке настрелять очень много тяжело. И
Именно из-за этого приходится идти в бой. Благо, в бой ближний, в бой агрессивный, да. Благо, броня позволяет в части и корпуса, и особенно башни. Вот лючки бы нам еще отпилить бы, было бы круто. Вот сейчас у нас пушка все равно заряжается, да, не 17,5 секунд. Но, ребята, почти 14 секунд. Это очень долго. По ХП у нас, ну, все более-менее нормально, учитывая броню этой машины, вполне себе достаточно. По мобильности 55 вперед, 16 назад, 17,5 лошадей на тонну удельная мощность. В принципе, танк максималку свою набирает уверенно, едет, но эх, ему бы 60, учитывая наш ДПМ, мы бы прям везде плетали, всех убивали бы, убивали. Да, у нас есть незаметность, перк незаметность, кстати, еще не у всех вкачан. Вот, у командира вовсе отсутствует, есть 31, точно 34 можно раскачать процента. И когда мы играем на просветленке, как сейчас, у нас хороший, уверенный обзор в 466 минут. Обязательно ставьте, мы помним ДПМ нашей пушки. Если у вас в упоре будете играть, от брони не получится настрелять, вы хотя бы насветите на этой машине. Поэтому всегда ставьте оптику. Этому танку она крайне необходима. Все, отправляем в бой Петровича, пусть едет, воюет. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас. Китайский средний прем-танк 8 левела, 122 ТМ. Средняя подвижность, крепкая броня в башне, мощное пробитие, да. Но вот, правда, заряжаемся мы дольше, чем тяжелый танк. Да. Особенность машины. Попали в сетап против десяток. Поедем налево. Поползем. Поедем, это громко сказано. Все. Поползли. Одно радует, мы движемся быстрее, чем Эмиль-1. Но он-то тяжелый танк, ему позволительно, а вот нам нет. Но все равно движемся медленно. Вот, 38. Да-да. На турбине 38, ребят. Все, навалили кустов. Вот, не попали даже. Просто не попали. Пока зарядимся, все танки разъедутся, убьются, а мы ничего не настреляем. Вот такое КД интересное. Не пробили. Не пробили. Не пробили мы. Опять не пробили. Вот. Че, свой нюх еще раз высунешь, нет? Не хочет. Не хочет нюх высовывать. Да, тут уже надо дальше ехать. Так, а там копра у них, да? Вот и копра нюх высунула. Броня не побрита, ребят. Вот так, на конвее. Мы конвей не пробили. Голдой. В НЛД. Вот это очень интересно.
как такое возможно. Вот, светим, ребят. Мы светляки в этом бою. Мы не средний танк, мы светляк. Блин, ну ехать вперед Т-95 так больно сделает. Вообще противник с базы не отъезжал. Просто стоят на базе петухи. Все эти петухи на базе стоят, ты посмотри. Да. Засадная война у нас в этом. 1300 насветили. Вот что делает животворящая оптика. Так, может бачат, сейчас кому подсветит. Эмиль поехал на центр. Красавчик. Бачат кончился. А это тот конвей, которого мы не пробили. Бачат нашего убил, скорее всего. 4-5 счет. В дефе пацаны стоят. Отстреливают нас, атакующих. Сейчас чуть-чуть вперед проедешь и просто сразу в ангар. А миллион стволов в тебя сразу стрелять будет. Просто миллион стволов сведется. И вот что делать. Ладно, я знаю, что делать. Придется мне это делать. Просто больше никто не хочет это делать, придется мне. Эх, как бы нам туда переехать-то бы, а? Без засвет не получится. Ну все, началось. Все, началось. Так, затанковали. О, 40. Я так и знал, 44 сейчас будет наяривать. Ух ты! Ух ты! Кто тут? Ну, теперь мы сейчас светляка играть будем, да. Вы понимаете, он в меня попадает, я в него нет.
Все, в ангар поехал. Хорошо. Хоть это хорошо. А тут кобра рядом. Тут у них кобра рядом. Даже не светился, я выстрелил. Интересно. Сейчас блинданет. Нет, не блинданет, он в ангар поедет. 2500 ребят насветили, 700 настреляли. А ну-ка постой, родной. Вот. Светим, ассистим. Вот, еще дали, больно ему стукнули. Ну все, он один остался. Все, поехали умирать. Ну вот. Хе-хе, выжили против кобры, ребята. Мы крутые, видали, мансовали как. Ладно, 1,5 настреляли, конечно, но 3К насветили. Суммы почти 5К. Нормально. Такой бой, Дев, нельзя активно было атаковать. Еще раз, что за этот танк? Хорошего или плохого можно сказать? Отвратительная подвижность, это раз минус. Очень долгое КД, это 2 минус. Ну а остальное, конечно, плюсы. Пушка у ВН какие-никакие есть. Хорошее пробитие, нормальная альфа. Вот. Ну и все, наверное. Из плюсов по этому танку. ДПМ просто отвратительный. Просто. Ну что это за результат? Вы посмотрите. Настреляли 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 место, 3 фрага. Но, правда, вот 2900 насветили, да. Итого. Сколько там? 4500? 4 там 600 суммы. Сойдет. Ребят, по поводу танка. Будет ли он в продаже? Не знаю. По-моему, даже не будет, а он есть же даже, по-моему, да? Ну-ка, давайте глянем в магазин. По-моему, есть. Так. Чё мы висим? А чё мы висим? Вот так, это предложение. Я вот не помню, есть он сейчас в продаже 122 ТМ. Не знаю, я его здесь не вижу, потому что он у меня в ангаре. Он, может, в списке бы и стоял, но поскольку он у меня есть. Ладно, по сути, брать, не брать этот танк. Ввиду скорости прохождения боев сейчас у нас в танках, танк с таким ДПМом, с такой временем заряжания орудия, это, конечно, боль. Тут даже не, тем более, это средний танк. И когда он так долго заряжается, это очень сильно мешает играть. Да, многие скажут, на этом танке надо стараться играть против тяжелых танков. Ну да, но тогда корпус слабоват. И все равно долго заряжаемся. Альфа тогда не соответствует против... У нас пушка заряжается, ребят, 1374. Альфа 400. Ну как у тяжелого танка. Но броня-то у нас только в башне. И то у нас есть вот еще лючки. Корпус слабый. А подвижность, по сути, практически как у тяжелого танка. Поэтому, ну такое. Ребята, у кого есть в ангаре, пишите свои комментарии, какое вы на нем используете оборудование. Как на нем отыгрываете, зашел вам танк или нет. Как по мне, машина сложная и не очень прям комфортная. Вот. Ставьте лук, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч. Пока.
Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.